Всем привет! Я думаю, ни для кого не секрет, что Apple проводит одни из лучших презентаций на планете. Большинство технологических компаний берет с них пример, особенно китайские, там, видимо, больше всего поклонников Apple. В этом ролике я бы хотел разобрать последние три презентации Apple 2018 года. Июльскую, где проходит WWDC, сентябрьскую, где традиционно представляют новый iPhone, а также последнюю октябрьскую, где были представлены новые MacBook Air и iPad Pro. А разбирать мы их будем потому, какие слова говорили на презентации тех или иных продуктов. Есть ли связь, например, между презентациями железа и софта? Может быть, Apple использует какие-то особенные прилагательные для отдельных продуктов? Или они делают акцент на определенных существительных при презентации разных вещей? Давайте расскажу, что я сделал. Во-первых, я скачал официальный субтитр от Apple с каждой презентации. Далее трансформировал их в текстовый файл, так как субтитры скачиваются в особом для них формате. После этого я разделил каждую презентацию на отдельные части, например, презентация iOS, iPhone, MacBook, iPad и так далее. И разнес все эти части на отдельные текстовые файлы. Далее я создал таблицу, где по вертикали у нас будет презентация того или иного продукта, а по горизонтали разные слова, которые я также разделил на три категории. Это продукты компании, прилагательные и просто существительные. После таблицы я начал собирать слова через поиск в каждом из текстов. И вот что получилось. Сколько раз были употреблены те или иные слова на разных презентациях. В итоге я сделал много графиков, которые сейчас вам продемонстрирую, и прокомментирую свои наблюдения. Для того, чтобы вас не утомлять, я постараюсь рассказать только про какие-то необычные вещи, которые я заметил. Если вам интересно все в мельчайших деталях, я оставлю ссылку на папку, где будут тексты всех презентаций общие, отдельно по продуктам, а также таблицу, где будут все цифры и графики. Думаю, это может пригодиться школьникам и студентам. На курсовой проект, конечно, не потянет, но как доклад, думаю, будет отлично. Просто добавьте файлы, которые я подготовил к себе на Google Диск, и делайте с ними что хотите. А теперь давайте поделюсь своими наблюдениями. Начнем с секции продуктов. Здесь я рассматривал, сколько раз упоминались разные продукты компании или близкие к ним, например, iPhone, Mac, iOS, Siri и так далее. Первую интересную вещь, которую я заметил, это Siri. Вот упоминание продуктов на презентации iOS. Посмотрите, Siri на втором месте по упоминаниям, обогнав как iPhone, так и iPad вместе взятых, основных продуктов для iOS. А вот презентация watchOS. Здесь Siri вообще на первом месте. Это нам говорит о том, что Apple реально уделяет большое внимание их виртуальному ассистенту, несмотря на то, как Siri ругают даже в США. Siri has been around for almost 7 years, but it still kind of sucks. То есть они видят Siri одним из основных элементов управления таких операционных систем, как iOS и watchOS, и поэтому уделяют этому столько внимания. Исключением является только macOS. Здесь упоминания Siri вообще малы. Все-таки компьютеры это не мобильное устройство, здесь пользы от Siri еще не так много. Я, например, вообще ее вырубил на своем Mac. Второе интересное наблюдение по продуктам. Если посмотрите на график презентации iOS, там на первом месте именно iOS, не iPhone. А в ситуации с macOS все наоборот, там на первом месте Mac, а не macOS. Да та же iOS по частоте упоминаний в презентации macOS на таком же уровне, что и сама macOS. Я думаю, здесь главным фактором является сила бренда. iOS это самодостаточное имя, здесь не обязательно сильная привязка к iPhone или iPad, а в ситуации с macOS наоборот. Здесь главным является Mac как компьютер, а не система, на которой он работает. Теперь перейдем к прилагательным. Именно Apple вывела в тренд украшать свои продукты всевозможными прилагательными. У многих презентаций Apple ассоциируются не с iPhone, Mac или iPad, а с такими словами как incredible, great, ever, amazing и тому подобное. Давайте посмотрим, что здесь можно найти необычного. Первое – это самое часто употребляемое прилагательное. Это не great и даже не amazing, как я думал до этого. Все просто, new, причем с большим отрывом от всех. Далее я буду показывать графики уже без этого прилагательного, чтобы было комфортнее видеть разницу между другими словами. Вторым по популярности словом, которым Apple приукрашивает свои презентации, это слово ever. Оно является наречием, а не прилагательным, но я отнес его в эту категорию. Но что интересно, так то, что на презентациях iOS и macOS вторым по популярности является не ever, а great. Объясняется это легко, просто презентует iOS и macOS один и тот же человек, Крейг Федерини. Он является вице-президентом компании по разработке ПО, и слово great у него является любимым. По поводу iPhone. Здесь мало чего необычного, кроме того, что здесь чаще всего по сравнению с другими продуктами употребляются такие слова, как incredible и better. Это для iPhone XS. Также в iPhone XR можно заметить частое употребление слова advanced, то есть продвинутый, передовой. В iPhone XS оно употреблялось не так часто по сравнению с другими прилагательными. Последняя секция – это существительные. Здесь по самым часто употребляемым словам можно понять, на чем именно Apple делает акцент в тех или иных продуктах. Давайте посмотрим и узнаем. Apple Watch. People.
Продукт в первую очередь для людей, аксессуар для них. iOS, Help, Experience, акцент на помощи в повседневных вещах, на пользовательском опыте. iPad, Performance, Experience, мощь iPad с самым мощным процессором A12X Bionic, который даст лучший пользовательский опыт. iPhone – это камера. То, на что сегодня ставит акцент подавляющее большинство производителей смартфонов, и Apple не является исключением. macOS. Здесь на первом месте Developers. Акцент ставится на разработчиков, в отличие от iOS, где те же разработчики вообще в самом конце. И последнее MacBook. Это Love и Customer. Вообще странная пара. Когда Apple говорят про Mac и любовь к нему, смотря на них, они как будто убеждают самих себя в этом, что есть не только iPhone, но и Mac. Но в то же время есть Customer, не People, как в Apple Watch, а именно Customer, покупатель. По иронии, даже таблицы поставили на первое место именно Customer, а не Love. В общем, как-то так. Мне просто стало интересно разобрать эту тему, и я решил поделиться этим с вами. Как я уже говорил, если вы студент или школьник, можете смело брать все файлы, которые я подготовил, ссылка на них будет в описании под роликом. Спасибо, если досмотрели до конца, надеюсь, что было интересно. Всем пока!